Здравствуйте все, на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Мне очень нравится блок, который сегодня я буду шить из полосок ткани. Нашивать полоски буду на квадрат из ненужной ткани. Для удобства работы я его расчерчу. Сначала по диагонали. Соединяю противоположные углы. А затем несколько вспомогательных полос по горизонтали и по вертикали. Разницы нет, на каком расстоянии вы будете проводить эти линии. Главное, чтобы в работе они были у вас на виду. Ну, кто уверен в себе, может быть, посчитает это лишним, но мне эти линии помогают. При шитье иногда получаются перекосы или полосочка сбежит куда-нибудь налево. А по этим линиям можно сориентироваться. Первый квадрат размером 5 на 5. Это будет центральный квадрат. И чтобы его выделить, я взяла ткань потемнее и накладываю таким образом, чтобы углы квадрата совпадали с диагональными линиями. К первому квадратику я пристрочу такой же квадратик из светлой ткани. Вот таким образом, наложив друг на друга, и пристрочу. Вот я пришила, отвернула и заутюжила. И к этой парочке я присоединяю следующую полоску. Отворачиваю и лишнюю ткань срезаю. Пришиваем следующую полоску. И, как видите, она контрастного цвета. И пришиваем. И вот я пришила, и следующая полоска тоже будет красного цвета. В этой сборке важно соблюсти очередность. От этого зависит то, как будет выглядеть блок. И это касается не только пришивания полос по нужной стороне, но также это касается и цвета. То есть здесь надо быть внимательным. Длину полос я не буду указывать, потому что она будет зависеть от того, к какой стороне растущего блока вы будете пришивать эту полоску. То ли вы будете отрезать ее от длинной полосы, или же вырежете из имеющегося небольшого кусочка ткани подходящего размера и цвета. И вот видите, что квадрат у меня разделился на два зубчатых треугольника. Из светлой ткани уже готов. Осталось выстроить красную половину. Кстати, ленту можно отрезать по размеру и до пришивания, чтобы лишнее на машинке не мешалось. Приближаемся к завершению. Так, и последняя полосочка. Ну и вот, блок готов. Осталось его осноровить. В комментариях меня спрашивают, что это за слово «осноровить». Я тоже этого раньше не знала. Такое чудное слово. Потом поняла, что это профессиональный термин, и означает он подготовку к дальнейшей работе, вот в данном случае заготовки, то есть отрезать лишнее, выровнять края, ну что я сейчас и сделаю. У меня получился блок размером 21 на 21. Я сшила еще 3 блока и составила вот такой модуль из 4 блоков. Можно сложить вот такой модуль, вот такой
и еще несколько. Сочетание красного цвета с белым – это всегда празднично, это нарядно и годится для подарочных работ. И такие блоки применить можно в любом изделии, будь то наволочка или салфетка, а также одеяло, покрывало. А использование больших модулей облегчит сборку крупных изделий. Надеюсь, идеи вам понравились, и они пригодятся в вашем рукоделии. А может быть, вы тоже подскажете какие-то свои идеи, поэтому пишите письма, ставьте лайки, делитесь в соцсетях со своими друзьями и, конечно, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи.